Еще, кстати, тут мы тоже с товарищем разговаривали по дороге, он курящий, я его спрашивал, говорю, ты не бросал курить, ты хоть не знаешь, вот надо как бы это самое, говорю, видео сделать, еще такое, знаете, как называется, как бросить курить и не убить соседа, или там не убить кого-нибудь дома. Я вот бросал курить раза 3. Ну да, прямо как в том анекдоте, говорят, курить легко бросить, я раз 10 бросал. Так и здесь. Я, конечно, 3 раза реально бросал, но один когда-то человек, аргентинец, мне сказал, который тоже бросал, говорит, самое, ну, как бы, чтобы бросить курить, надо, говорить, не курить 21 день. И я не поверил, думаю, да что ты мне рассказываешь, не курить 21 день, и ты типа перестанешь курить. Как раз. С другой стороны, он был прав. Я ему, конечно, не поверил. Факт в том, что когда вы бросаете курить, начинается такое дело, что все время хочется чем-то это заменить. Ну, допустим, мы же привыкли, вот проснулся, покурил, чашку кофе выпил, я имею в виду курящие, да. Я сам много-много лет курил и так же само был привычный. Там в туалет сходишь, покуришь, посидишь, чашечку кофе выпьешь. А потом, что получается? Ты же думаешь, ну вот, если я не буду курить с утра, то как же я там, ну вот, так я же в туалет типа не схожу, или там кофе не попью, это как вот? И вообще, ну, как бы, надо чем-то заменить. Если нету курева, значит, надо заменить, ну, не знаю, к примеру, там, вознаградить себя, что я такой молодец, там, пить пиво или там еще что-нибудь, или плюшки кушать какие-то там, сладостей купить себе, шоколада каждый день вместо сигарет. Одним словом, мы находим замену. Нам надо чем-то это хозяйство заменить. Иначе как бы мы не можем понять, а чем мы будем наслаждаться. Некоторые пытаются заменить всякими электронными сигаретами или же какими-нибудь там, не знаю, другими сигаретами, не никотиновыми. Когда-то я тоже так пытался всякую такую фиговину делать. Все это такая туфта, не доведи Господь. Это ничего не помогает в бросании курить. Это всего лишь навсего самообман такой, знаете, типа, я вот там, ну, хоть палец буду сосать, но что-то мне надо сосать, иначе я не смогу. Реально, если кто реально хочет бросить курить, ну, мало ли, может, уже анализы плохие, здоровье плохое, там, что-то сказали, не бросишь курить, умрешь, там, ну, некоторые, правда, выбирают, говорит, ну, все равно умру, значит, буду курить. Ну, умру на день раньше, какая разница. Так что таким тоже особо курящего хорошо человека не напугаешь. Это все равно, что алкоголика пугать, что там будешь пить, умрешь, блин. Он скажет, так я и так умру, так я так хоть не буду чувствовать, когда я умираю, я просто нажрусь, да и все. Это то же самое с курящим. Вот. И единственный способ бросить курить, это, блин, не курить. Представляете, кажется самое простое, но в то же время и самое сложное. Это просто тупо не курить. Я когда бросал курить, во-первых, это психи. Это психи в семье, потому что, ну как в семье, потому что ты все время пытаешься взрываться на любую фиговину, кто-то не так посмотрел, кто-то не так сказал, не так кружку поставили, не так чашку тебе подали. Ты все время вот срываешься, потому что как бы типа подсознательно надо найти виновника твоего плохого самочувствия. Почему ты типа, блин, так себя херово чувствуешь? Херово ты чувствуешь, потому что ты хочешь курить. Потом ты пытаешься, как бы, ну, не знаю, у меня это был очень такой, психически я проходил этот период бросания курить. Потом я старался ходить по другой улице, по другой стороне улицы, если я видел курящего. Вот даже, чтобы вот не проходить мимо курящего. Иначе, если ты думаешь, ну, я только понюхаю, ну, все, считай, что ты уже понюхал. Считай, что ты снова начал курить, если ты думаешь, пройду мимо и понюхаю там дымок. Нет, тебе надо, вот ты видишь, идет впереди чувак и курит какой-то. Тебе надо, блин, перейти на другую сторону и обойти его вообще по другой стороне улиц. Как правило, приступы курения тоже, они не постоянные. Это нам только кажется, что это постоянно хочется курить. Нет, приступы наступают там раз в час, раз в 2 часа. Ну и чем дольше не куришь, тем, конечно, реже. Но подсознательно это вот тупо тебя держит за голову еще крутенько.
Одним словом, что я хотел сказать, что если реально ничем не заменять, а просто вот так вот попытаться не курить и не нюхать, и не стоять около того, кто рядом курит, 21 день, вы не поверите, вы действительно бросите курить. Но это не самое еще страшное, что происходит. Происходит еще второй этап. После того, как ты как бы с понтом уже бросил курить, и ты уже веселишься, что, блин, смотрите, я не курю, и показываешь всем своим знакомым и друзьям, что ты уже не куришь, у тебя наступает уже второй этап, который может быть даже и опаснее первого. Это то, что на всяких гулянках, и когда вы там сидите с друзьями, и они выходят на балкон покурить, у вас наступает момент, когда вы все время хотите попробовать, а теперь уже вас типа, блин, не потянет курить, да, то есть я просто постою, они будут курить на балконе, а я с ними постою на балконе, ну там понюхай дымок, я уже типа не курю, посмотрю, как оно это дело, а потом наступает, ну типа, ну, я уж точно знаю, как бросать курить. Ничего не случится, если я сегодня одну на балконе покурю с друзьями, а потом все равно я уже, ну, как бы знаю, что я уже не курю. И типа 3 недели, и все, и я брошу. Вот так почему я бросал 3 раза курить. Потому что 2 первых раза у меня наступал именно этот момент. Там, допустим, через 3 месяца я решил, что ничего там не случится, если я одну выкурю, и все. А потом, после той одной, ты скажешь, да ничего же не случится, я же вот снова 10 дней не курил, ну еще одну выкурю, да и снова типа не буду. Так перейду на то, что типа раз там в 10 дней, там или только на гулянках на каких-то. Все это, ребята, там обман. Все это байка обычная. Это то, что ты снова начнешь через 3 месяца, ты будешь курить как паровоз. Это 100%. Пока вот это все не усвоишь, пока это все не поймешь, никогда не бросишь курить. Как говорят, бросить курить можно только реально одним способом. Это взять и бросить, блин, курить. И больше к этому никогда не возвращаться. Не попробовать, не постоять, не подышать, не поэкспериментировать, что мне уже все равно. Нет. Вот. Экспериментировать нельзя. Ну, а то, что бросить можно курить, да, можно бросить курить. Я бросил в конечном итоге через 3 таких, на 3-й такой попытке крутой. Где-то уже больше 10 лет назад. Точно и не знаю сколько. Сначала, как правило, ты стараешься запомнить это число, чтобы праздновать свои победы. Типа, будем праздновать 10 дней, что я не курю. Потом будем праздновать 3 недели, что я не курю. Потом, блин, попьем пиво в честь того, что я месяц не курю. Главное потом после этого пива взять, да не закурить одну, чтобы попробовать, а вдруг я точно уже бросил или нет. Потом типа 2 месяца, а потом можете поверить, что вы просто забудетесь за это, и вы уже не будете не помнить вообще, когда вы там бросали курить, и бросали ли вообще, курили ли вы, блин, вам станет уже одинаково. Ну и, конечно, реально лет через сколько-то вы уже действительно сможете находиться рядом с курящим и не захотеть попробовать закурить. Это тоже правда. Так что я пока вы ехали, рассматривали Буэнос-Айрес, я пытался... О, блин, тут такой грузовик офигенный сбоку вот несется. 1, 2, так, проезжаем. Тут 3, бля, теперь этот меня подрезает, видишь, можно попасть между грузовики в Буэнос-Айресе только так. Никто не хочет тебе дать уступить. Так что вот, ребятки, я вам все рассказал.